Привет! Сегодня в видео я расскажу тебе про довольно интересные беспроводные наушники ZMI PurePods. На моей памяти это одни из первых подобных наушников условно-стороннего производителя, в которых анимация сопряжения на смартфонах Xiaomi работает просто безукоризненно. Причем для этого даже не нужно ставить специальное приложение, которое для данной гарнитуры в принципе доступно в Play Market. Здесь подключение само по себе сопровождается всплывающей шторкой, хочешь ты того или нет. В общем, на сей раз разработчики постарались сделать все по заветам яблочной компании. Ну а как же в целом себя ведут новоиспеченные ZMI PurePods по остальным дисциплинам, сейчас я тебе подробно расскажу. Поставляются наушники в белой картонной упаковке, выполненной в виде выдвижного короба. И я не просто так уточнил в самом начале, что наушники новые. У меня на обзоре обычная версия, а не Pro, что стоит в 2 раза дороже. И вот как раз данный вариант вышел аккурат в начале 2021 года. На сегодняшний день обе версии выпускаются в глобальном международном исполнении, со всеми вытекающими. Руководство пользователя переведено на несколько языков, в том числе имеется и русский. Плюс не так давно само фирменное приложение Hehe от ZMI также перевели на русский. Раньше оно было только на английском и выглядело примерно вот так. Даже шторка анимации теперь другая. В коробке тебя встретит белый глянцевый кейс с наушниками, кабель для зарядки USB-C и аккуратно уложенный в пластиковый держатель сменные амбушюры двух типа размеров. Как я уже успел упомянуть ранее, материал изготовления наушников — это глянцевый пластик. Он очень качественный и чувствуется, что у тебя в руках не лоу-кост устройство. На передней стороне в нижнем правом углу расположена кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек, чуть выше над которой встроен светодиодный статусный индикатор. Цветов для отображений у него 3, но, к сожалению, без четких границ. Зеленое свечение оповещает о высоком уровне заряда, оранжевое о низком, а мигание красным оповестит о необходимости зарядить гарнитуру и сам кейс. В нижнем торце корпуса установлен разъем для зарядки. Беспроводной, в отличие от Pro версии, здесь нет. Петля крышки пластиковая, внутри имеется доводчик. Сама крышка в открытом состоянии не люфтит, а в закрытом фиксируется плотно на магнит. Габаритные размеры кейса по длине, ширине и высоте составляют 63 на 23 и на 52 мм соответственно. Вес вместе с наушниками внутри получается 53 грамма, без 41. Внутри корпуса спрятан аккумуляторный блок на 490 мАч, а в каждый наушник установили по 48. Сами наушники также полностью глянцевые, но при этом в ушах сидят очень удобно и нет ни малейшего намека на выскальзывание. Основная часть корпуса с звуководом сделана так эргономично, что лично в мои уши наушники помещаются прекрасно, как бы утопая и цепляясь за ушной канал. Сложно это объяснить, скорее всего для каждого эта история будет сугубо индивидуальной, так что тут я могу сказать только от себя и описать свои ощущения. И как по мне, посадка здесь изумительная. А вот что не очень понравилось, так это странная работа датчиков автопаузы. Дело все в том, что музыка ставится на паузу, если вынуть оба наушника из ушей. При изъятии одного из них трек не останавливается. Уж не знаю, в чем тут дело, возможно с новыми прошивками это поправят, но пока у меня работает именно так. В принципе, кому данная функция не нужна, и ее можно всегда отключить. В приложении для этого есть отдельный рычаг. Ну и раз уж я затронул приложение, давай немного пробежимся по нему. После его установки из маркета на наушники прилетело первое обновление. Признаюсь, я не успел понять, что там исправили, так как сразу его скачал и поставил. Для настройки жестов здесь имеется отдельный пункт. И здесь я бы хотел обозначить второй существенный минус. Жест для управления в наушниках всего один. Это двойной тап по сенсору. Версия Pro по этой части на действие побогаче, но здесь придется смириться с тем, что есть. Сюда можно повесить плей-паузу, переключение треков, управление громкостью, вызов ассистента или же активацию встроенного игрового режима с низкой задержкой. Лично я для теста повесил на левый наушник игровой режим, а на правый плей-паузу. Вариаций можно, конечно, придумать много, но в силу того, что автопауза срабатывает не как обычно, функцию воспроизведения оставить, скорее всего, придется на постоянной основе. В приложении также доступна опция так называемой автоматической регулировки громкости. Если честно, я не совсем понял, какой эффект получается от ее активации, разницы по подаче звука с ней или без нее я не почувствовал вовсе. Зато здесь очень хорошо чувствуется переключение между быстрыми пресетами эквалайзера. Для выбора доступно 4 надстройки. Это динамичный режим, сбалансированный, яркий и голос. И вот что касается звука, то лично для меня самым оптимальным стал динамичный режим обработки. В таком положении в звучании явно добавляется больше низких частот и объема становится чуть больше, нежели в сбалансированном. Но бас здесь не долбящий, а скорее более глубокий и приятный. Судя по всему, таким решением в ЗМИ постарались угодить всем. Ведь наушники определенно подойдут практически под любой жанр музыки. Здесь разве что басхедом будет мало низких. В
целом могу отметить, что звучание в наушниках бархатистое и не напрягающее. Даже при установке динамичного пресета, где акцент на низких больше всех, по частотам ничего не выпирает и не пытается перетянуть одеяло на себя. За передачу звука в наушниках отвечает два аудиокодека на выбор, это AAC и SBC. А вот что действительно было удивительным для меня, это их время автономной работы от одного заряда на 100% громкости. В своем тесте на максималках я получил рекордные 8 часов и 4 минуты. Конечно, это не заявленный производителем 10 часов, но все же результат довольно приличный, особенно на фоне конкурентов. Обычно, чтобы проверить автономность, мне хватает одного 8-часового рабочего дня, но с этими наушниками пришлось посидеть подольше. В общем, мой рабочий день 8-часовой сегодня закончен, а наушники ZMI PurePods до сих пор играют. Вот они здесь у меня лежат на тесте. 8 часов ровно прошло, собственно, и при всем при этом, к сожалению, я их так посадить и не смог. В общем, как-то так это все работает, не знаю, как на это реагировать, если честно, но скоро они сядут, там уже показывается 10%, и, собственно, без малого осталось ждать совсем недолго. Ну, в общем, как-то так. Но, как ты понимаешь, такой результат получился неспроста. Физику не обманешь, ведь чудес, как известно, не бывает. Не могут аккумуляторы на 50 мАч в одном случае выдавать 4 часа автономности, а в другом все 8. И как ты, наверное, уже смог догадаться, здесь просто порезали максимальную громкость. Предупреждаю сразу, ZMI PurePods наушники не громкие. В помещении слушать их на максималках комфортно, а вот на улице звуки проезжающих машин ты слышать будешь. И амбушюрами тут не спастись. Дело именно в громкости. Для аудиокниг, ютуба и для тех, кто не выкручивает волюмы на максимум, наушники подойдут. Звук точно понравится и равнодушным не оставит. А вот для любителей погромче, увы, без шансов. Вполне допускаю, что и это прошивкой возможно поправить, и быть может так и сделают после первых отзывов. Ведь было уже немало случаев, когда звук меняли удаленно. В общем-то, при таких раскладах меня совсем не удивляет полученный результат по автономности. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как звучат микрофоны в этой новинке. Проверяем работу микрофонов в наушниках ZMI PurePods. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас по традиции я открываю окна. Сюда с двух сторон мне сдувает ветер. Можно будет ощутить, как отрабатывает шумодавы при таком сценарии использования. В принципе, вот так это все работает. Шума очень много от дороги, ну и от самого ветра в машине. Вот так и так. Ну и по традиции второй тест печкой. Сейчас выкручиваю ее на максимум. Она набирает обороты сейчас. И, в принципе, уже в машине более-менее создается такой максимальный шум, который мне могут выдавать мои вот эти вот сопла. Собственно, горячего воздуха здесь хватает в машине. И вот так ты можешь слушать качество работы микрофонов при вот таком сценарии использования, если, допустим, будешь зимой обогреваться в машине и разговаривать с кем-то по телефону, по вот этим вот наушникам. Вот как-то так это все работает. Так, ну, собственно, для полноты картины решил записать еще один тест на улице. Здесь тихая такая улочка, машины здесь практически не ездят. Сегодня такой легкий ветерочек. Ну и, в принципе, можно понять, как работают микрофоны в этих наушниках ZMI PurePods. Ну вот при таком сценарии использования, когда ты будешь просто идти по улице и разговаривать с кем-то по телефону. Как я уже успел упомянуть ранее, в наушнике встроен специальный режим с низкой задержкой. И вот в своем игровом тесте в PUBG Mobile по данному режиму я получил интервал задержки звука в 180-220 миллисекунд. Результат хороший, учитывая, что на слух такое отставание уловить довольно сложно. Так что поиграть в шутеры, если ты не профи, можно с удовольствием и без напряга. Ну а в ютубе, как всегда в последнее время, полет отличный. Ролики смотреть комфортно, на слух звук от видео не убегает. Подключение наушников происходит по открытию крышки кейса. При этом на экране смартфонов Xiaomi появляется всплывающая шторка анимации, в которой, как и в самом приложении, можно посмотреть точный уровень заряда всего, и наушников, и кейса. Главного в паре нет, наушниками можно пользоваться по отдельности. За связь отвечает современный свежий Bluetooth версии 5.2. К сожалению, мой Poco X3 NFC оснащен версией 5.1, но даже при таком положении вещей стабильность соединения отличная. Никаких обрывов как на улице, так и в помещении я с этими наушниками не ловил. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что в целом наушники мне понравились. Да, недостатки в них имеются, но хочется верить, что какие-то из них в ближайшее время разработчики софтверно поправят. Возможно, даже и все. И вот тогда уже будет совсем другое дело.
Ну а пока самый ближайший их конкурент — это OnePlus Buds Z с похожим форм-фактором, удобством использования, такими же качественными материалами исполнения и субъективно лучшим и громким звучанием. Разумеется, это лишь мое мнение, ведь окончательный выбор, как всегда, остается только за тобой. Я тебе сегодня рассказал все самое основное по данной модели. Спасибо за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.